Криптоэнтузиасты! Итак, приветствую вас на канале. У нас сегодня самый прекраснейший день. Это 2 число, 2 июня. И сегодня очень важный день для всего крипторынка. Также вот эти вот буквально 7 дней очень тоже важные для всего крипторынка. Почему так? Сейчас я вам расскажу это все в ролике. Но перед тем, как мы начнем, хочу выявить очень огромную благодарность за то, что вы поддержите мой канал лайками, подписками, комментариями. Есть люди, которые некоторые донатят, и скажу вам напрямую, что если бы не было вас, не было бы этого канала. Так что максимальная поддержка вас, то, что вы поддерживаете мой канал, и для максимального позитива, конечно же, нам нужен рост на биткоине. Именно на биткоине, чтобы мы пробили 115 тысяч долларов по биткоину и там закрепились. Закреп нам нужен там. Также хочу вам порекомендовать такой неплохой телеграм-канал Crypto Jones. Здесь, в принципе, большое количество подписчиков, 52 тысячи подписчиков. Можно здесь смотреть, комментировать, какая-то аналитика, ставить лайки, дизлайки. Ну, в принципе, такой себе интересный криптоканал. Я тоже подал на него заявку, можно будет понаблюдать за ним. Ссылка на данный канал будет в описании под видео. Итак, почему же нам нужен закреп? Давайте мы будем разбираться с вами. Очень-очень интересный и важный, конечно же, момент. Особенно эта неделя для всего крипторынка. Что у нас на дневке? У нас, в принципе, альткоины ни туда, ни сюда. Биток очень сильно рос. Но мы с вами не увидели альтсезона. Даже эти полгода, которые биток рос, восстанавливался, мы тоже не увидели альтсезона. Его просто-напросто не включили. Хоть и лонги у нас набраны по эфириуму относительно биткоина, но альтсезон не произошел. Вот у нас был набран лонг с лета 2024 года по осень, и мы увидели вместе с ростом биткоина рост сильнейший по альткоинам. В этом моменте мы это не увидели. И в принципе лонги уже здесь закрывают. Крупный игрок потихоньку начинает закрывать лонги. Роста мы не видим. У нас уже закрыто 43% лонгов. И по всей видимости может быть такое, что альтсезон они не подключат. И нужно будет, конечно, смотреть на состояние битка. Потому как скоро может быть медвежка. И медвежка может даже начаться без альтсезона. И то, что, конечно же, альта не будет расти, нужно принять это как поражение и просто-напросто распродать ее без роста. Но многие говорят то, что нужно ожидать и все равно ждать рост по альте. Но как его можно ждать, этот рост, если его не дают? И только в дальнейшем будут укатывать эти альткоины. Так, что же у нас по биткоину? Что у нас по биткоину? Биточек наш неплохо, конечно же, выглядит. У нас очень длительный период времени на месячном графике бычки. Очень длительный период времени у нас бычка. Если мы посмотрим, то бычка у нас началась буквально с ноября 2022 года. И смотрим то, что бычка уже длится 882 дня. Ну, скоро 900 дней, как уже идет бычка. По поводу того, что у нас произошло вот это вот восстановление, похожая структура на данный момент, как и было в 2021 году. Вот если мы видим апрель 2021 года, а здесь у нас ноябрь 2021 года. Здесь у нас декабрь 2024 года, а здесь у нас уже май 2025 года. Прошло порядка полгода. В принципе, вот это вот все движение очень хорошее у нас было по биткоину. В марте я у себя в закрытом канале писал. Вот у нас чистый движ на битке примерно 50%. И в закрытом канале я писал по поводу этого движа, что можно было забрать его. Также хочу, конечно же, порекомендовать вам мой закрытый канал. Там я провожу разную аналитику и даю точки входа, точки выхода по разным альткоинам, по биткоину. И довольно-таки все неплохо отработало. Если мы посмотрим, у нас был пост буквально 26.03.25 года.
мы видим то, что у нас были цели по биткоину 91 тысяча, 95, 98, 101, 105 тысяч. В принципе, это все дело у нас отработало, все шикарно, все круто. Кто хочет попасть, конечно же, в приватку, пишите в личку, в Телеграм. У меня есть тоже и не только приватка, есть и другой Телеграм-канал основной, там где я пишу тоже разную аналитику, делаю разные, в принципе, каждый день посты, мысли какие-то выдвигаю по поводу рынка. И что у нас, конечно, по биткоину. 900 дней, очень важный момент. В прошлом цикле у нас вот было донышко по биткоину, да, вот если мы посмотрим, это было 1 февраля 2019 года, то пика мы достигли ровно 1000 дней. 1000 дней у нас бычка идет по биткоину. Именно по биткоину идет бычка 1000 дней. Если мы посмотрим, то у нас донышко 1 декабря 2022 года, возьмем, допустим, вот эту вот свечу разворотную, то 1000 дней у нас припадет на 1 сентября 2025 года. Осталось буквально ни много ни мало 3 месяца. 3 месяца. И в принципе, для того, чтобы у нас было здесь движение интересное по всему крипторынку, нам нужно, чтобы и биток показал тоже движение. Что мы с вами видим? У нас месяц уже закрылся, май, открывается июнь месяц. Второй день июня месяца. И это очень положительно. Мы открылись очень положительно. И нам сейчас самое важное удержать вот этот вот первый блок поддержки. И желательно хотя бы, чтобы мы эту неделю закрыли, 108, наверное, мы не закроем, а чтобы мы подошли хотя бы к диапазону цены 106 тысяч долларов. Вот, чтобы мы перекрыли хотя бы частично этот имбаланс, чтобы эта неделя закрылась положительно. Тогда, конечно же, у нас, по всей видимости, будет здесь продолжение роста по биткоину. Если мы посмотрим на объемы, которые у нас здесь были, то еще очень важный показатель по поводу этих всех объемов, у нас остается диапазон 97 тысяч долларов. Это очень здесь огромнейший блок проторговки на протяжении этого полугода, и притом на вершине биткоина он остается актуальным, если вдруг здесь будет какой-то сквиз. Если будет здесь сквиз, мы можем торкнуться этих объемов и, конечно же, вернуться выше. В этот момент у нас, по всей видимости, сформируется на месяце у нас сформируется фитиль. Как и сформировался, допустим, фитиль у нас в мае. Вот здесь вот фитиль у нас сформировался. Теперь у нас здесь сформируется фитиль в июне месяце, если вдруг будет сквиз. Но фитиль у нас уже и так здесь есть. Правда, он небольшой. Мы можем увидеть, что здесь есть фитиль. Если мы посмотрим, сколько здесь примерно тела, то у нас примерно 0,70. Даже нету 1%, 0,5%, но все равно фитиль есть. Фитиль у нас есть, если вот здесь вот посмотреть, тоже был здесь небольшой фитиль, 0,34 он составлял. Фитиль есть, и нам нужно, конечно же, эту неделю закрыть выше хотя бы 105 тысяч долларов по биткоину. Будем за этим всем пристально следить и наблюдать. Если мы закрываемся выше 150 тысяч долларов, то у нас все это будет дело выглядит очень по-бычьи, и мы, конечно же, пойдем на перехай в новый блок 120 тысяч долларов по биткоину. Но если мы не уйдем в диапазон 120 тысяч долларов по биткоину, то, конечно же, отрисуют здесь такие вот две вершины, как отрисовали в 2021 году, и дальше будет только медвежка. Это здесь будет очень сильный и ключевой уровень. Нам нужно его, конечно же, удержать. Если мы не пробьем 105 тысяч долларов, а будет у нас здесь откат, вероятность падения, конечно же, увеличится. И фишка в том, что мы с вами видим то, что лонги по эфириуму закрываются без роста эфириума самого. И здесь может быть такой самый негативный сценарий, то, что у нас не будет пробития и биток не уходит на свой перехай. Они здесь немножко потопчат это все дело и начинают все это дело просто-напросто
вниз опускать. Начинается у нас медвежка. Очень, конечно же, будет негативно, когда закроют все полностью лонги по эфириуму. У нас роста эфириума не будет, и в том числе никакого роста по альткоинам тоже не будет. И, конечно же, начинается глобальная медвежка. Это самый такой негативный сценарий. Притом, у нас уже, смотрите, практически 1000 дней уже прошло. Не нужно забывать то, что биткоин начал свое движение еще с ноября месяца. А если быть поточнее, он начал не с 1 декабря, а вот с 1 ноября, потому как у нас здесь сформировалось дно. И мы можем прикинуть то, что у нас уже прошло 943 дня. С учетом всех событий и с учетом этих 2 дней июня месяца у нас уже прошло 943 дня. Осталось ни много ни мало 2 месяца, 60 дней, даже менее чем 60 дней до полной развязки событий. Также метрика Stock to Flow нам показывает то, что уже практически бычий цикл по биткоину составлен, и мы уже начинаем окрашиваться в желтый цвет. То, что, конечно же, не включили альт-сезон, и что многие, допустим, сидят в альте, это ваши проблемы. Рынок уже состоялся, бычий рынок состоялся на крипте, он уже состоялся и длится уже практически 1000 дней. То, что ты не выбрал нужные инструменты, это твои проблемы. Рынок этого не прощает. Так что нужно будет очень пристально за этим всем следить. И я думаю, что я, в принципе, хочу, чтобы биток дальше рос, потому как без роста биткоина мы ничего дальше не увидим. Ну и, конечно же, самое важное — это эфириум. Эфириум на данный момент у нас стоит уже 2496. Буквально вчера стоил 2530, уже 2496. Ну и, конечно же, глядя на состояние эфириума относительно биткоина, все-таки не верится то, что мы с вами не увидим роста эфириума, потому как торговая пара эфир относительно биткоина находится у нас на самом донном значении. И тут, в принципе, нам это подсказывает то, что все-таки рост в дальнейшем должен произойти. Будем на это надеяться. Прошлый месяц у нас был небольшой такой зеленый, этот месяц у нас уже обратно начинается красный. Мы с вами видим то, что здесь были небольшие покупки, 2 розовые такие вот свечи на MACD. Стохастик у нас на самом донышке показал уже частично разворот. Я надеюсь, что все-таки у нас никакого форс-мажора на крипторынке не будет. И здесь на данный момент с биткоином происходит манипуляция. Также у нас манипуляция происходит с лонгами, и лонги, по всей видимости, дальше могут раскачивать, будут потихоньку еще набирать эти лонги. И на протяжении вот этих вот предстоящих 6 месяцев мы все-таки с вами надеемся, что будет раскачка крипторынка. Надеемся, что будет раскачка крипторынка. Не будем думать о самом негативном сценарии, но я вам его рассказал в начале видео. Нужно держать руку на пульсе, потому как это крипта, это сплошное надувательство, нагибательство, и мы работаем с капиталом, мы можем просто-напросто скамить свои деньги. И это будет очень печально, потому как следующая возможность будет, и следующее будет открытое окно по биткоину и набору позиций, это только конец 2026 года, примерно вот здесь вот. И на это все уйдет как минимум 5 лет, криптоэнтузиасты, как минимум 5 лет. А мы уже состаримся. Мне уже будет, например, 50 лет. И для того, чтобы сколотить какой-то капитал, приумножить его, на это все нужно время. Я уже и так потратил, в принципе, 4 года на это все дело. И люди стареют. Дальше уже этот капитал нужно тратить на пенсии, а не как-то пытаться его приумножить. Так что этот цикл будет, я считаю, что уже заключительный такой, и в дальнейшем уже играться с криптой, я думаю, что не будет смысла. Притом, в дальнейшем будет намного тяжелее заработать в рынке этом. Если вот здесь вот еще говорили то, что рынок, все там, все это ерунда, мы упадем сюда, вот мы купим биток, здесь мы купим альткоины, и все будет повторяться как в 2017 году, как в 2021 году. В этом цикле мы этого не видим. Мы этого не видим. Вырос только биткоин, Solana
Ну и BNB, и то там показало 3 икса, и то, кто заработал на этой BNB, покажите мне, напишите мне в комментариях под видео, кто заработал на BNB 3 икса и вывел свои средства с крипторынка. Это практически никто. У меня в телеграм-канале заработало практически 2 человека на этом рынке. Они сидят в телеге, они пришли ко мне в телегу буквально весной 2024 года, общаются люди, и они говорят, вот, я заработал на биткоине и на пепе. Один человек заработал иксы, вышел с рынка, второй человек вышел в ноль на этом рынке и сказал, меня засадили, я выхожу в ноль, и вышел с этого рынка. Все, вот вам статистика, 2% на этом рынке зарабатывают. Из 100 человек заработали 2 человека. Вот вам и статистика. Это очень тяжелый рынок, хоть даже здесь все просто. Казалось бы, купи биткоин или альткоины на дне, да держи все это дело до вот этих вот значений и распродай. Ну, покупал я вот здесь вот биткоин, частично я его перелил в эфириум, и что мы видим? Эфириум просто укатался на минус 50% с моей точки перелива. А перелив был буквально в декабре 2024 года. Вот и все. Казалось бы, все просто, но не легко так здесь и заработать. И следующее окно у нас будет ого-го не очень быстро и скоро. И до этого окна можно будет еще конкретно наплужить. Так что у нас, я думаю, что здесь остались буквально решающие моменты, эти 3 месяца. И нужно держать руку на пульсе. Но надеемся то, что у нас, конечно же, эфириум оправится. В дальнейшем мы увидим хотя бы небольшой отскок в торговой паре эфир относительно биткоина. Ну, хотя бы с текущих значений на 2 икса вот сюда вот 140 или 100% мы отскочили бы, это было бы достаточно. Но я не знаю, дадут ли, конечно же, такие значения, но мы будем на это надеяться. И тут, в принципе, у нас, что мы посмотрим по облаку Ишимоку, ситуация у нас в торговой паре довольно-таки неплохая, хоть и мы видим то, что вот у нас уже идет это снижение, мы уже выпадаем с этого бычьего треугольника, просто-напросто ломают они этот паттерн, манипулятор ломает, касания у нас здесь были, но мы его уже строим, допустим, намного ниже. Все, здесь у нас они все это дело начинают ломать, опять эфириум терпит крушение, у нас уже есть и обновление Spectrum, на фоне этого обновления Spectrum мы увидели такой вот exit pump по эфириуму, и на этом, в принципе, все. Ну, я думаю, что манипулятор здесь на эфириуме очень коварный, и нужно просто только ожидать, чтобы увидеть конкретный результат. Облако у нас здесь показывает зеленое, то, что тренд сменился. Я думаю, что мы можем максимально это спуститься к этому облаку, это диапазон 0,022, и увидеть дальнейший отскок. Давайте мы это все дело вот так вот, в принципе, отрисуем. Здесь мы можем сходить даже в это облако и увидеть отскок, поход к трендовой линии. Дальше у нас может быть ретест, и дальше вот так вот они могут отрисовать. Как раз на это все дело у нас уйдет практически целый месяц. Может быть такое, что весь июнь у нас будет уходить на разворот эфириума. И чтобы эфириум показал какой-то тренд, ну, на это должно уйти не один день. За один день эфириум не может сделать памп. Нам нужно отрисовать боковик здесь какой-то еще даже. Помимо вот этого вот exit пампа, нам нужно еще отрисовать здесь и боковичок. А движение эфириума это очень важный показатель для альткоинов. Давайте еще посмотрим, что у нас здесь творится по объемам. Так. Что у нас тут по поводу Ишимоку? Мы его отключим и посмотрим объемы. Какие же у нас здесь объемы? Все-таки у нас уже отрисовывают дно по эфиру. Ну и мы видим то, что максимальные объемы у нас находятся очень-очень высоко. И по всей видимости мы, наверное, придем тестить этот огромный блок по объемам. Дай бог, чтобы это у нас, конечно же, случилось. Этот блок у нас начинается... Мы его даже можем отметить чуть-чуть ниже, будем понижать цели. У нас получается здесь этот блок начинается с диапазона 0,050. 0,050. Я думаю, что мы можем прийти оттестить этот блок. Вот его начало. Это как минимум
как минимум минимальные цели по эфиру относительно биткоина. Как максимальные цели, это по всей видимости будет 0,07. Вот. Ну и если мы прикинем объемчики вот так вот, что у нас здесь? Здесь у нас уже есть локальные, конечно же, объемы. Здесь они находятся в диапазоне 0,38. В принципе, можно будет ожидать хотя бы сходить вот сюда вот. Осталось еще недолго по времени. И также здесь, сколько? 62%. Я думаю, что это в пределах нормы. Мы можем достигнуть эти, конечно же, объемы. Если у нас эфир относительно биткоина будет здесь показывать уже разворот и пробитие как раз будет вот здесь вот примерно вот этой вот глобально нисходящей трендовой линии, то альткоины, конечно же, я думаю, что поправятся, пойдут за эфириумом, и мы сможем с вами увидеть тот самый интересный, конечно же, альтсезон. По притоку капитала у нас 3 триллиона 280 миллиардов долларов, притока капитала нету. Мы с вами рассматривали тотал 1 по Фибоначчи, у нас есть куда еще расти, мы можем сходить как минимум, первая цель это 4,5 триллиона долларов, как максимум 5,5 триллионов долларов. Также в этот момент, если у нас начнет расти капитализация всего крипторынка, мы с вами сможем увидеть разворот доминации эфириума, разворот доминации альткоинов и разворот доминации биткоина. И все у нас повторится, как это было в 2017 году, как это было в 2021 году. Правда, весь этот путь, который у нас длился, был с очень большим количеством ошибок. В принципе, вот так вот. Видно, что пока что рынок удерживает, но будем надеяться то, что эта неделя у нас по биткоину закроется очень положительно. Нам нужно, конечно же, закрыть очень положительно биток, хотя бы выше диапазона 105 тысяч долларов. Держим руку на пульсе. Посмотрим, как закроется эта неделя, а потом будем в дальнейшем решать, что нам дальше делать. Я думаю, что все у нас будет хорошо. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем желаю мирного неба. Сегодня самый прекраснейший день, потому как это второй день лета. Всем пока, до связи и мирного неба.